Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений. Мы продолжаем выживать на Марсе уже более 100 дней. Играем в игру Stationers. А пока загружается игра, я хочу поблагодарить тебя за твой лайк, комментарий, подписку и всевозможную поддержку. А также спасибо за комментарий по поводу солнечных панелей. Один из участников, один из подписчиков сказал, что у него зашиты солнечные панели наглухо, без вентиляции, без ничего, и все в порядке. В прошлой серии я занимался тем, что выносил шлюз отдельно, то есть у меня была вот здесь вот комнатка в предбаннике так называемом, и здесь стояла дверь. Я вынес этот шлюз отдельно для того, чтобы количество объема вот этого газа, который внутри шлюза, был меньше для одноразовой откачки, гораздо быстрее данный процесс происходит. Что также я делал? Я делал вот эксперимент с протухшими яйцами, которые у нас выделяют, по моему подозрению, вредные вещества. Теперь я их сейчас соберу и вынесу за пределы базы. Откачаю вредные вещества и посмотрю, будет ли процесс гниения, так сказать, продолжаться. Они, к сожалению, не стакаются, хоть это не точно. Вот, я пойду их определю куда-нибудь. У меня шлем закрыт. Шлем закрыт. Все в порядке. Так, и вот тут надо яму зашить. Куда можно вредные вещества подевать? Попробуем их утилизировать. Не знаю, что получится. Возможно, просто удаляться. А может, будет что-то типа биомассы. Я в прошлый раз куда-то сюда пол положил, который желательно бы вернуть. Так, что у нас там? Вот смесь реагентов появилась, да? Давай запустим центрифугу и посмотрим. Это остатки. Что там? Смесь реагентов. Да, вот пошел процесс разборки. То есть он его видит как какие-то реагенты. На повестке дня у нас не завершен процесс проекта с печью. И что более важно, мне кажется, в данный момент, это завершить проект с гидропоникой. Потому что гидропоника это все-таки наша еда, и надо ее больше автоматизировать, потому что руками постоянно заниматься сборкой, уборкой урожая это не очень удобно. Поэтому я думаю, что сегодня я буду заниматься Харви и буду расширять вот с этой стороны базу еще на 3 кубика. Для того, чтобы в этих 3 кубиках поместить Харви со всеми их штуками. Так, и вот у меня, кстати, водичка обрезанная, да? Да, она у меня обрезана. То есть будем заниматься эту серию, наверное, еще несколько последующих именно растениями. Что у нас здесь получается? Смесь реагентов. И да, появилась биомасса. А вот, кстати, насчет биомассы, что с ней делать?
Да, говорит, что можно пропустить через утилизатор и центрифугу. Она может сгореть в печи. А сгореть либо запечься, да? И древесный уголь. То есть can be burned in a page into древесный уголь for use in the generator. То есть получается что? Что ее можно запечь в печи, получится древесный уголь, я так понимаю, судя по этому тексту. Дальше его можно будет использовать в генераторе твердотопливном. Это интересно. Летучие вещества и токсины выделяются. Это очень интересно, но я пока ее отложу. Не хочу сейчас заниматься разжигом печи. Хотя надо будет потестировать данный вопрос. Вот биомасса готова. Центрифугу останавливаем. Там какие-то остатки в утилизаторе. Неделимые. Да, можно еще как-то поаккуратнее вот этот кабель положить. Но здесь опасно. Пока повисит. Сейчас я хочу посмотреть на эту биомассу. Пусть она выпадет. Обороты упадут у центрифуги. Жалко, тут дверку нельзя открыть. Интересно было бы. Ага, вот она какая. Пять штук. Биомасса. Похоже на козьи... Нет, даже не козьи, но в общем вы поняли. Я ее положу где-нибудь на улице, раз она у нас говорит, что она токсичная. Я, правда, так и не понял, она токсичная просто так или токсичная, когда ее в центрифуге перерабатывают. Да, впрочем, неважно. Возвращаемся к гидропонике. Ну, вариант, конечно, вот есть отдельное помещение, сделать здесь гидропонику. Но у меня в данный момент на самом деле-то нет организации, собственно, атмосферы для гидропоники нигде, кроме как в жилом модуле. То есть она еще более-менее у нас, ух ты, полностью наполнилась. Классно. Вот, и у нас получается, что единственная атмосфера, то есть она в жилом модуле сделана. Я ее еще до конца не обработал, то есть у меня нет фильтрации как таковой нормальной, нет автоматической докачки кислорода или углекислого газа, то есть баланс этот пока не соблюдается, я сам смотрю на глаз и добавляю тем или иным способом. Просто на самом деле, вот чтобы растение росло, ему надо логика со светом, ему надо атмосфера и уборка. То есть в данном случае у нас 3 цикла, да, есть вода, атмосфера, свет и руками я убираю. То есть я хочу сделать сейчас, облегчить себе этот ручной труд и убирать не руками, а убирать с помощью вот такого аппарата Harvey. Но есть нюансы. Как бы Harvey автоматически будет собирать и выбрасывать. Ему нужно, чтобы кто-то положил семена. Критический уровень обезвоживания. Поэтому это как бы целый комплекс. И если я сейчас просто начну строить отдельное здание для гидропоники, это затянется, я не знаю насколько это прям будет. Но в данный момент я хочу себе просто освободить руки, потому что на данном этапе игры у меня, как бы я еще в стадии выживания, я еще не выиграл, вообще не победил. Соответственно, у меня не завершен процесс плавки металлов, я там вручную бегаю, плавлю. И, собственно, я бегаю, вот дергаю эти ростки руками.
С водой тоже я как бы не так много у меня этой воды. У меня нет автоматической добычи. Соответственно, надо сейчас решить вопрос, наверное, с автоматическим сбором продукции, чтобы можно было спокойно дальше чем-то еще заниматься и не бегать вот это вот, не думать, что я потерял. Харви вешается на полку, такой на потолочек вот такой. Так просто он не вешается. Его нужно вешать над лотком. Дальше что? У лотка есть пины такие электрические. Этот без пинов. Есть второй лоток, который с пинами. Надо будет считывать состояние лотка, состояние растения и, собственно, передавать на Харви команду, что делать или не делать. А вот тут у меня место в принципе есть. Я думал расширять, но сейчас смотрю, на самом деле-то вот эта вся моя комната, это такая импровизированная буржуйка, я бы сказал, кибитка. Хорошо, в общем, хватит лирики. Тогда повесим сейчас где-то Харви поближе к гидропонике. Для этого мне нужно взять полочку. Если у меня нет, то я срежу. Вот эту, например. Дальше надо прицелиться, куда я ее повешу. Вот сюда могу повесить. Практически идеально. Я переверну. Во внутреннем кубе повешу вот так. Теперь нужно сам Харви прицепить. И вот этот вот датчик, его подвинуть, наверное, надо. Да. Чем тебя разбирать? Болгаркой? Нормально, взял, выбросил. Ну хорошо, если тебя болгаркой, давай мы вот так поставим. Теперь вот этот Харви я сниму. Да, вот он не вешается, он не хочет туда вешаться. Ну там, конечно, кабель, но ему нужно быть над лотком. Вот, он над лотком попадает. Как бы, в общем-то, да. Кабель надо подвинуть. Что это тут у нас такое? Кабель я подвину. И стеночки вот эти поснимаю. Да, я кабель положу. Он у нас здесь... Так. Оставим пока пространство для маневра. Где мы можем оставить пространство для маневра? Там вот что-то есть, там нельзя положить кабель. Тогда я его пущу вот с этой стороны. Теперь можно вот этот длинный срезать. Да, там схема пикает, потому что сеть прерывается.
Есть такое дело. Теперь надо куда-нибудь датчик переместить. Главное его не повернуть, потому что... Или не главное. Нет, этот датчик можно поворачивать. Он у нас не имеет определенного намеренного угла. Да, схема запищала. Потому что нужно. Давай вот так положу его просто вверх. Не знаю, будет ли он работать, если его просто положить там как-то. Например, на бок или еще как-нибудь. И там одна у нас схема видит, что потеряла датчик. Logic Reader. Daylight Sunlight. Что он тут читает? Пока выключим. Да, покушаем сейчас, не переживай. Нужно датчик найти. Вот он, датчик дневного света. Читаем мы с него что? Activate, наверное, мы его читаем. Так. Ну, теперь Харви сюда станет. Только нужно лоток положить, чтобы Харви стал. Так, а чем его выковыривать? Ну-ка, расскажи мне разводным ключом. Это был пробный лоточек. Теперь у нас где-то вот на этом уровне, по краешку, будут стоять Харви. И вот у нас что с лотком? Есть с пином, такой вот пин слева, для считывания. Есть без него. И есть еще проблема. У этих лотков обязательно нужно, чтобы было между лотками труба. То есть они уже лоток в лоток не становятся. Тогда я думаю, что у меня будет стоять один лоток. Где он будет у нас? Ну вот здесь будет лоток. С выходом электрическим вправо. Там даже есть к чему подсоединиться сразу. Что дальше? Дальше Харви нужно повесить сверху. Вот. То есть влево-вправо он не видит лоток, а вот здесь как раз идеально. И что у нас есть? У нас есть Харви, который направленный влево, справа налево. Есть спереди, в общем, как это назвать, да? Фронтальный и боковой вариант. Я выберу боковой, потому что я планирую еще один Харви с этой стороны поставить. А хотя... Нет, все-таки фронтальный как-то более понятный. Сразу говорю, я не эксперт, я учусь. Учусь вместе с вами, кто помогает, подсказывает, рассказывает в комментариях. И по ходу дела разбираюсь. Да, что-то где-то смотрел какие-то видео, смотрел обзоры. Естественно, не с нуля. Были попытки играть несколько лет назад. Так, я его подключил. Что дальше? Дальше я знаю, что его можно вот включить, понажимать на кнопочку, он типа имитирует движение. То есть, если туда положить семена, он их будет высаживать. Система эта работает. Подключим ее сразу к гидропонике. То есть, вот у меня выход здесь будет. Сейчас мы посмотрим, что у меня там есть.
чтобы не ломать существующую систему. Даже есть вот кабель аппендиксный, который можно подрезать. Потихонечку все упорядочивается. Ну, что у меня здесь? У меня здесь должна быть вода. Но я не хочу сейчас резать эти трубы и что-то прям сильно ломать. У меня там какое-то давление есть, температура. То есть, если я эту штуку перенесу, я потеряю какой-то объем. Тогда я сделаю... Мне надо посмотреть, что у меня есть по трубам. Вариант, конечно, просто откачать и перестроить. Вот я обычно возьму. Это один вариант. Второй вариант бросить с этой стороны трубу. Да. Или тут, или тут. Ну давай я тогда временно откачаю отсюда воду, уберу вот этот вот пузырь, подвину его. И выйду вот так прям в ту сторону. У меня где-то был регулятор давления для водички. Вот он. Думаю, что сейчас он мне поможет выполнить это действие. А куда мне? Давай сюда пока положу. Ну, одну секцию я, да, потеряю. Я имею в виду, потеряю воду с этой секции. Так. Вот 0 сделаем сейчас. Скачаем эту воду. Ставим здесь 0. И поехали откачивать. Пострадает пару минут наша пшеничка без воды. Пошла убывать вода. Я смотрю на жидкость в литрах. Сейчас он ее откачает в бочку. 110 литров есть воды, пригодная для полива. Конечно, медленно сливает. Ну ничего, пусть сливает, и мы пока покушаем. Проглотить-то нашего нужно покормить. Всё? Наелся? Вот, ну, естественно, вот я беру семена, да? Естественно, Харви не будет эти семена просто так высаживать, сам по себе. Что там, откачал? Еще булькает. 30 литров осталось. Да, это интересно. Сокет мне надо будет для программирования еще вот такой один. Давай пока посмотрим, что у нас там по материалам. Сокет. Давай, отдай мне сейчас все. Я сейчас вот сюда закину. Принтер электроники. Как-то вот дверь убрал, стало просторно, что ли. А, да, кстати, я же хотел проверить. Сейчас откачаю газы вредные.
Сокет где-то есть. Даже, наверное, два сокета. Я потом буду и туда еще счетчик переносить с освещением. Давай два. На один сокет я перенесу вот эту всю стену с освещением, которая схемой является. А на вторую схему работу с Харви. Но в первую очередь работа с Харви это важнее, потому что все-таки освещение, оно работает и никуда не девается. А вот Харви это уже прогресс по автоматизации. Это более важно. Так. Дай мне один сокет. Вредных веществ нет. Вот и посмотрим. Если они будут добавляться, эти вредные вещества, значит, дело было не в тухлых яйцах, а в чем-нибудь еще. И процессоры эти, которые микропроцессоры, интересно, у меня есть еще или нужно еще сделать? Так, что у нас там по микропроцессорам? Да, надо делать. Это чипы памяти. Значит, будем делать. Вот он, IC-чип. Тоже сразу парочку сделаю. Я не знаю, как люди видео записывают по 10 часов, как у них горло не пересыхает. У меня прям вообще... Вот, один вылез. Сейчас еще один вылезет и закончим производство на этом. Вот две букашки, четвероногие, вернее восьминожки, я бы сказал так. Хорошо, готово. Что у нас? Вредных веществ нет. Конденсат присутствует в виде испарения воды. Куда чипы разместить? Ну, вообще я планирую их куда-нибудь на стену поставить. Но куда я пока сам не знаю. На полу положить, перед гидропоникой.
Тоже вариант. Но как-то... Вот, допустим, вот так вешать неудобно, сразу говорю. Это просто не вариант. На стену вешать удобно, хорошо. С этой стороны поставить. Этакой поставлю. Хотя, что если... Да, можно же вот здесь разместить. А здесь даже можно, наверное, и компьютер разместить будет. Но пока такой вопрос интересный. Я эту схему пока не уберу. Я ее пока не буду убирать, пусть лежит. Куда-нибудь положим наш чип. Вернее, не чип, а сокет. Микропроцессор. Что там, надбулькала водичка? Не растет, требуется вода. Значит, уже все, ушла вода. Ну-ка. Да, жидкости нет, все. Остался газ. Ну, газ-то такое. Теперь мы перестраиваем это все по-быстренькому. Так. Вот эту бульбочку я, наверное, повешу. Куда бы ее повесить? Или не вешать? Сколько там объем? И как эту штуку снять? Вот так я сниму. Где-то у меня еще были трубы. Ну, это изолированная труба. Ладно. Сейчас там водичка пойдет, и все будет нормально. Вот, всё, пошла расти пшеница, потому что воду я подал. Таким нехитрым способом. Тут надо это поскладывать. Это поскладывать. Это будет у нас жить здесь пока что. Потом подумаем. Питание и сеть. Всё, включается. Ну, на сокет надо поставить, собственно, гидропонный лоток и хардвер. Они у меня названы по-русски, я их не переименовывал. Значит, сейчас посмотрим. Ну вот, Харви найден, и напротив, ну как бы можно первый, второй, третий, там как угодно. Я просто буду вот планировать дальше. Будет у меня здесь 3 Харви, а здесь будет 3 лотка. Я еще видел, можно было как-то массивы делать. Но там как-то так замудрено. Проще сделать линейно и напрямую. Я пока вообще один Харви повешу. Где там тот лоточек? Найдем. Оп, назад. А вот, гидропонная установка. Она одна такая. И Харви у меня один. Теперь даже если переименовать, скажем, что это у нас будет... Давай назовем его гидролоток. Первый. А это будет уборщик.
первый. И они, скорее всего, переименовались, да? То есть вот уборщик и гидролоток. 1.1. Ссылка на него осталась. Все как положено, даже вот так, зеленая. Теперь переименуем сразу этот сокет. Тут надо называть по-английски. Это у нас будет... как его там правильно? Дай бог вспомнить, чтобы не знать, да? Так, где? Органика. Вот, гидропонная установка. Харви, гидропонный лоток. Вот это слово мне нужно. Гидропоникс. Будет гидропоникс сокет. Так, что у нас теперь по компьютеру? Гидропоникс сокет. Вот важно выбирать. Я в прошлый раз накололся тем, что я перезаписал программу не ту и не туда. Вот, значит, взял гидропоник сокет, импортировал пустой его код, который вот здесь пустой 0 байт. И теперь можем переходить к написанию. Что нам надо? Нам надо считать гидропонный лоток, считать сам харвер. Так, это у нас будет гидропоникс. Да, я буду цифры вписывать. Это у нас будет D0. Хотя нет, он там, подожди. Раз, два, три, четыре. Это D4. Харвер надо посмотреть, как пишется. Да, то есть получается у нас харвер на нолике стоит, а гидропонный лоток на троечке. Так, а сам харвер где ты? Харви так и пишется. Пока не закрываем далеко. Так, это 0 и тройка. Все-таки тройка. Тройка. У нас будет Харви номер 1 на нолике. Что дальше? Дальше мне нужно знать, является ли растение в данный момент в лотке с семенами. Как это узнать? Значит, тут наш лоток. Смотрим, что есть по логике. Это всякие разные показатели. Логический слот. Мэча — это у нас стадия роста. Выращена или не выращена. То есть взрослое ли растение. И вот сидинг. Сидин — это у нас семена, то есть засеяны, да? Нас интересует слот с сидин. Мне нужно его считать, сидин слот. Надо посмотреть, как слот считывается. Это справочник по сленгу. Сленг — это мод, который стоит как синтаксический сахар поверх IC10. Load слот. Значит, читаем слот. Читаем слот device, индекс слота и свойства. Я так вот скопирую.
Будем с гидропоники считывать. Сидинг нам надо. Слот. И я единичку ставлю, потому что это будет касаться первой гидропоники, первого лотка и первого Харви. Вот, значит, считали сидинг. Мы теперь знаем, что мы в данный момент, вот здесь будет флаг, да или нет, готовы или не готовы собирать семена. И дальше делаем проверку. Если сидинг, тогда нам надо что сделать? Нам надо обратиться к Харви и сказать ему «собирай». Как это сделать? Куда обращаться? Зачем? Смотрим на Харви. Надо еще запомнить этот матча. Ну, потом. Вот Харви. Что он может? У него есть логика. Harvest. Собираем, плант, засаживаем. Это то, что нам нужно. В принципе, вот Harvest. Скопировать нельзя. Нужно запомнить, как пишется. Harvest. Harvest. Я запишу себе вот так. И смотрим, как записать. Set on device. Вот. Можно вот таким образом. Set device property value. Значит, так и будем писать. Вот девайс у нас Harvey. Свойство Harvest. Брать в кавычки. А значение 1 или true. То есть, как только появляются семена, ну, это пока черновик, то есть семена появились, мы записали в Harvey состояние сборка. Дальше нам нужно знать, если matcher 1, тогда мы тоже занимаемся сборкой. Matcher 1 мы тоже считаем. Это у нас будет растение или взрослое, то есть такой вопрос. Тоже со слота читается. Если я правильно запомнил текст, то тогда вот matcher так пишется. И тогда логика у нас такая. Если есть семена, собираем. Если растение взрослое, собираем. Во всех остальных случаях нужно harvest выключить. И здесь будет удобно сделать такую переменную для Harvey первого. Назовем ее is ready to Harvey 1. То есть или оно готово для сборки. Изначально не готово. И тогда мы, если seeding 1, мы вот эту переменную is ready to Harvey ставим true. И если matcher 1, тоже ее ставим true. Теперь мы проверяем, если лоток пустой, нам надо проверить еще. То есть когда выключить. Нам надо считать вот этот вот occupied, который был там у нас предложен в примере. Свойство такое есть. Оно есть
практически у многих элементов, куда можно что-то сложить. Occupied. Occupied. Мы его тоже считаем сейчас. Зачем? Если у нас лоток пустой, то есть собрано все, он харвил, собирал, да, и лоток вдруг стал пустым. Вот, пустой. Тогда мы выключаем harvest. Говорим, все, заканчивай сборку. И в этот момент получается такой цикл. Дождались семян, установили флаг о том, что он готов собирать. Все еще готов собирать. Можно даже проверить, что у нас есть семена и Mature 1. То есть есть семена и растение взрослое. Устанавливаем флаг. Если освободили лоток, флаг этот назад переворачиваем. Как бы снимаем флаг. Вот. Теперь проверяем, если наш флаг установлен. Если харвер готов к сборке, тогда устанавливаем сборку. Режим Harvey. Ну и если нет, тогда назад включаем. Так как у нас тут лежит значение true, давай пока напишем else вот так. Смотрим, будет работать, не будет. Можно будет позднее это скомбинировать. Я сейчас просто черновик делаю. Получается. Теперь мы вот это дело в цикл складываем. А так не получится все сразу. Это чисто для удобства восприятия. Сдвигаю. Теперь думаем, что происходит. Вот эта часть кода у нас срабатывает в постоянном цикле. Надо пропустить один тик. В постоянном цикле мы проверяем. Семена есть, растение взрослое, лоток занят. Смотрим, если семена есть и растение взрослое, устанавливаем флаг, который вне цикла лежит. Если лоток освободился, флаг снимаем. Здесь в один момент, когда у нас вот этот цикл проходит, флаг снят, нам нужно поставить его в режим plant, для того, чтобы он посадил растение следующее. Пустой лоток. Дальше смотрим, если готов для сборки, устанавливаем Harvey. Продолжаем собирать. Если он перестанет быть готовым для сборки, вот в этот момент он перестанет быть готовым для сборки, тогда мы Harvest выключаем. Можно в него писать сразу вот так. Теперь смотрим ситуацию. Если у нас
В следующем цикле карвер готов, то есть эта переменная запишется. И мы с флагом «да» заходим. Мы его еще раз проверяем, этот флаг. Все еще готов. Этот мы пропускаем шаг. Если да, то харвер включается. А плант должен, если здесь да, выключаться. Плант будет всегда выключаться на следующем тике. Он, получается, включится и сразу выключится, да? Интересно, не запутался ли я сейчас сам? Но здесь тогда нужно тик пропустить, потому что если вот так мы выйдем из цикла, в случае, если лоток пустой, он его посадит, и это уже не будет проверяться. Ну попробуем, посмотрим, а вдруг получится. Можно еще прогнать через ИИ эту программу, как для логики. Чисто экспериментально. Давайте так и сделаем, чтобы не тратить время. Потому что пока растение вырастет, пока там произойдет чудо, я буду использовать Gemini. Я сейчас вот это вот все скопирую. Значит, пишем ему, что это у нас это псевдокод поверх IC10 Stationers. Проверь логику сборки и посадки урожая. Вот он мне пишет: твой псевдокод в целом логичен и передает верную последовательность действий для автоматизации Harvey Stationers. Однако есть несколько нюансов реализации в самой игре логики IC10, которые стоит подправить, чтобы система работала стабильно. Разбор логики. Условия зрелости, использование seeding и matcher может быть избыточным. Для большинства растений в Stationers достаточно проверки matcher 1. Переменная seeding обычно указывает на стадию образования семян, что актуально не для всех культур. Справедливо, но в нашем случае у нас актуально. Сброс состояния, reset. Важно не только включить, но вовремя выключить параметры harvest и plant у Harvey. Если оставить harvest, Harvey может зациклиться или вести себя некорректно, когда вырастет новое растение. Справедливо. Слот Hydroponics Tray. В лотке всего один слот, индекс 0. Так что load seed обращается верно. Рекомендации по оптимизации. Вот как стоит подправить логику, чтобы она была более пуленепробиваемой. Этап посадки. Если лоток пуст, включаем plant. Как только окупает, становится истиной. Plant. Нужно немедленно выключить. То есть, как только у нас окупает стал занят, plant нужно сразу выключать. Конечно, иначе он выкорчует растение и посадит новое сверху. Этап сбора. Если растение созрело, включаем harvest. Как только растение исчезло, лоток пуст, выключаем harvest. И вот наш исправленный псевдокод. Значит, загружаем данные из слотов, match occupied. Логика посадки. Если не occupied, останавливаем plant и сразу выключаем harvest. Только посадка произошла, выключаем сигнал посадки. Логика сбора. Проверяем, что растение есть и оно созрело.
Важное замечание. Тип данных, энергопотребление, смена семян. Ну, это нам сейчас не надо. Нас интересует вот логика. Ну что, возьмем, скопируем это все дело, посмотрим. Я ниже его поставлю. Девайсы Харви у нас также определены. Загрузка, ну, он, видите, он мне единички мои поубирал, потому что бот этот не понимает, что у меня будет не один Харви, а много. Matcher Occupied мы правильно считали. Да, и есть нюансы. AI, он, конечно, умный, но он может галлюцинировать и ошибаться. Поэтому это просто как бы дабл-чек. Здесь окей, Matcher Occupied мы считали. Его луп нам не надо. Нас интересует вот логика посадки. Если не окупает, мы тогда, если лоток пуст, подаем сигнал на посадку. Harvest и plant меняем местами. В принципе, мы здесь это также делаем. Но он здесь предлагает мне еще Harvey выключить. Режим Harvey сборки. Поставим выключенный, как рекомендует. Как только посадка произошла, ну вот, да. Плант надо выключать, как только все готово. Получается, как только посадка готова, как только, получается, у нас окупает стал 1, нам надо выключить плант. Я, получается, его не там выключаю и гораздо позже, чем нужно. Как-то так получается. Это была логика посадки. Логика сбора, что он мне предлагает? Проверяем, что растение есть, и оно созрело. Я это так уже делаю. Устанавливаем Harvey. Вот мы проверяем и устанавливаем в Harvest. Но он предлагает не использовать этот флаг, да, сразу это делать. Ну давай так и сделаем сразу. Не будем мудрить с флагами. Тогда мы убираем здесь флаги лишние. И сразу оперируем процессом. Теперь еще раз перепроверим. Обратимся снова к боту. Просим. Это уже гораздо лучше, ближе к тому, что реально работают скрипты в Stationers. Есть пара критических моментов, ну, понятно, что он будет на критические моменты что-то выдумывать. Сброс Harvest правильно делаешь, что выключаешь Harvest, как только лоток становится пустым. Выключение плант в блоке else ты сразу выключаешь подачу семян, как только растение появилось. То есть он, да, он подтвердил нам нашу работу, что нужно поправить. Стадия семян, ну да, позже, а что? Будешь ждать. Я не хочу просто еду. Да, Харви будет ждать, да. Ну, естественно, он ругается на то, что true или false не работает, потому что он не знает, что такое сленг, и не знает, как он работает.
И про контюль он тоже ничего не знает. Ну, в целом мы получили то, что хотели. Будем экспериментировать теперь. Так это мы сохраним. Выполним гидропоник сокет экспорт. Не ругается. Состояние 0. В данный момент. Ну и что? Бросим туда семена. Разделю сразу, одну штучку возьму. И включим. И вот он сам пошел. Высадил. И сидит довольный. Ждет. И так, я так понимаю, пока мы не дождемся стадии в темноте, говорит. Ну там сейчас сработает автоматика на освещение. Я надеюсь, достанет лампочка. Если не достанет, ее подвину. Наверное, сразу ее подвину. Так. Надо подвинуть лампочку. Так вот, поближе. Опа, не допрыгнул. Потому что лампочка должна продолжать работать на остальные растения. Да, мир современных технологий, есть AI, который позволяет какую-то логику просчитать, подумать, вместо того, чтобы напарываться на кучу ошибок и проблем и терять кучу времени. Хотя и так будут ошибки и проблемы, но, по крайней мере, более-менее убедиться в чем-то, если где-то не уверен. А в программировании никогда ни в чем не уверен, пока не проверишь на практике. Так, что ты у нас читал? Ты у нас читал лампу? А, это он писал лампу. Значит, читаешь ты у нас compare, все правильно. На выход нужна лампа. Что это за лампа у нас? Фитолампа. Это лампа. Писать мы в нее будем он. Ну что, живем и ждем, пока он, собственно, Харви сработает и выбросит из вот этого выходного лотка продукцию, которая вырастет. То есть в какой-то момент времени мы зайдем на базу, и Харви будет пустой, а продукция будет выброшена. Для того, чтобы не потерять продукцию, я вот вкину семена, 4 штуки, пусть будут. То есть, чтобы когда он соберет семена, потом соберет сами семечки, продукцию, он должен будет посадить следующее семя в лоток. На этом я этот цикл остановлю, потому что дальше нужно будет заниматься конвейерами и установкой еще нескольких Харви. Но я хочу убедиться в том, что этот код действительно работает. Дорогой друг, спасибо, что был со мной на этом видео, и спасибо за твои комментарии, подписку, поддержку, лайки. Ставь обязательно лайки. Это помогает YouTube поднять видео в топ и мотивирует меня писать новые и новые видео. Как бы это ни странно звучало. Следующая серия выйдет завтра. Пока.